Всем панкейк! На сегодня индустрия фильмов для взрослых развита очень сильно, и когда обычно речь заходит о таком кинематографе, у людей в голове сразу же появляются картинки красивых парней или девушек. Но это не всегда так. Бывают достаточно странные актеры, причем это может быть не обязательно внешность. Именно о таких необычных актерах и актрисах мы сегодня вам и расскажем. Разогревайте панкейки и погнали! Начнем мы, пожалуй, с тройняшек, но для начала немного предыстории. Молодая женщина готовилась стать матерью. В маленьком городке, расположенном в штате Миннесота с населением в 30 тысяч человек, не было возможности сделать УЗИ. Будущая мама удивлялась очень большому животу, и чем ближе был срок родов, тем тяжелее было ходить. Как же удивились близкие, когда женщина произвела на свет тройняшек. Девочек назвали Жаклин, Николь и Эрика. С самого рождения сестрички оказались в центре внимания. Жители городка узнавали милых девочек, однако даже родителям было трудно их различить. Тогда мама с папой приняли решение сделать девочкам небольшие татуировки в виде пятнышек. В итоге Жаклин обзавелась 2 точками, Николь одной, а Эрика осталась без татуировок. Шло время, девочки росли и превращались в настоящих красавиц. Высокие статные блондинки с голубыми глазами очаровывали окружающих. Сестрички были неразлучны, одинаковые интересы и друзья делали их очень близкими друг к другу. Когда им исполнилось 16 лет, подростки приняли участие в фотосъемках для журнала «Тин». Голубоглазые блондинки, тоненькие, с выразительными чертами лица, очаровали фотографов. Однако после данной фотосъемки жизнь потекла в привычном русле. Наши героини окончили школу, поступили учиться на медицинских сестер. Однажды, выходя из учебного заведения, девушки заметили листовки с рекламой от журнала Playboy, набирающего фотомоделей. Тройняшки решили отправиться на кастинг, совершенно не подозревая, к чему приведет данное похождение. Участие в отборе привело к тому, что сестренки участвовали в своей первой эротической фотосессии. Фотографии практически обнаженных тройняшек произвели настоящий фурор. Предложения посыпались на девушек как горох. Они совсем не ожидали такого потрясающего успеха. Жаклин, Эрика и Николь переезжают в Лос-Анджелес, чтобы сотрудничать с одним из популярных модельных агентств. Девушки постоянно мелькают в телевизионных шоу, снимаются в эпизодах нескольких сериалов, принимают участие в многочисленных передачах. На одном из телевизионных шоу сестры знакомятся с его ведущим. Джей МакГроу, ведущий шоу «Renovate My Family» и сын доктора Фила МакГроу. Парень влюбляется в Эрику. Девушка отвечает взаимностью. Джей и Эрика поженились. Свадьба стала первым шажком к ДНК-тесту, сделанному несколько позже. Дело в том, что мистер МакГроу стал продюсером шоу «Докторс», в котором принимала участие группа врачей, изучающих те или иные феномены организма человека. Врачи приглашали на шоу популярных личностей. Когда сестричкам предложили участвовать, то они, конечно, согласились. Тройняшки не только одновременно вышли замуж, но и забеременели. Самое интересное, что малыши появились на свет с разницей в несколько недель. Спустя 7 лет беременности снова повторились. Тройняшки привыкли к идентичной жизни, вот и дети появились на свет практически в идентичных условиях. На этом их история не заканчивается. В их жизни происходило еще много чего интересного, но мы, пожалуй, пойдем дальше, а вы пока не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые горячие видео. Фокси Ди, она же россиянка Катя Иванова, родилась в культурной столице России Санкт-Петербурге. Дальнейшие факты биографии девушки принадлежат к области догадок, цепочки логических размышлений. Сама Катя не озвучивает персональных данных, касающихся семьи, образования, полученных профессиональных навыков. Судя по стройной фигурке без примеси лишнего, Катя занималась спортом или вела исключительно здоровый образ жизни. Благодаря модельным параметрам она смогла добиться определенных успехов в выбранной сфере деятельности. Все достигшие известности публичные личности когда-то начинают с нуля. Катя сознательно шла к цели, решив после окончания школы попробовать себя в роли актрисы фильмов для взрослых. На первом же кастинге среди сотен претенденток девушке повезло. На нее положил глаз сам Пьер Вудман, легенда индустрии горячих видео. Он моментально заметил девушку, объяснив остальным, что у нее впереди блестящее будущее. И точно, Катя удачно вписалась в съемки, составляя контраст с партнерами высокого роста, мускулистыми, сильными мужчинами. Взгляд девушки одновременно сочетал полудетскую невинность и скрытый сексуальный посыл, обещание райского наслаждения.
Благодаря поддержке Вудмана из начинающих актрис-старлеток, Катя переместилась в следующий эшелон, где собираются опытные работники индустрии. Кроме роста рейтинга, такие перемены влекут за собой солидную прибавку к гонорару, а также всевозможные «Оскары» и другие награды, которые на полном серьезе вручаются лучшим из лучших в жанре горячего видео. Для карьеры требовалось срочно сменить имя. Катя Иванова — неподходящий никнейм для съемок в роликах, которые ежеминутно просматривают тысячи мужчин по всему миру. Кроме того, не очень-то хотелось афишировать происхождение, компрометировать близких. После долгих, мучительных поисков второго «я» девушка остановилась на словосочетании «Фокси Ди». Неизвестно, какой смысл вкладывает в него сама обладательница имени, но по-английски «Фокси» значит «лиса». Получается такая себе внешне невинная, но на самом деле хитренькая, коварная лисичка. Под именем Фокси Ди Катя начала участвовать в эротических фотосессиях. Ее буквально завалили заманчивыми предложениями, приглашениями на съемки. Кроме соблазнительной внешности, Фокси Ди демонстрирует удивительную работоспособность. Такая невероятная самоотдача помогла ей оказаться на вершине рейтингов, стать одной из самых востребованных актрис взрослого кино. Каждую неделю фанаты получают свежий ролик с участием обожаемой Фокси. Когда в интервью задают вопрос об отношении Кати к собственной профессии, Фокси признается, что получает от съемок настоящее удовольствие. Да и термин «работа» как-то к описанию процесса подходит не очень. Такую энергичность, стремление к достижению результата встретишь нечасто. Катя не боится смелых экспериментов, о чем свидетельствуют действительно горячие кадры фильмов с ее участием. Там бывает настолько горячо, что можно обжечься. Неподготовленных сбивает с толку внешняя показная невинность девушки, но буквально с первых же минут становится ясно, какой богатый потенциал скрыт за обликом Фокси. Недаром актеры-мужчины выстраиваются в очередь, чтобы получить право на совместные съемки с Катей. Бриджит Пауэрс, звезда клубнички с ростом 120 сантиметров. Чтобы суметь ходить, актриса Бриджит Пауэрс пережила 13 сложнейших операций в возрасте 4 лет. Сегодня она звезда инди-роликов со множеством фанатов по всей планете. Пауэрс, больше известная под псевдонимом Бриджит Карлик, готическая экзотика для взрослых, сумевшая доказать, что коротышки в данной индустрии могут стать настоящими поп-звездами. «Я всегда знала, что стану суперзвездой», — признается Бриджит. «Расчесываясь перед зеркалом, я вижу перед собой безумную штучку на 2 маленьких ножках». За последний год Бриджит снялась более чем в 40 картинах. Ни один карлик, гном, лилипут или как вы нас там еще называете, не бил таких рекордов. Бриджит Пауэрс покрыта татуировками и многочисленным пирсингом. Ее волосы зачастую окрашены в кислотные цвета. Ее вес составляет 35 килограммов при росте 120 сантиметров. Родилась Пауэрс в 1980 году в городе Бойс, США. Ее неординарная красота обусловлена смесью тайской, гватемальской и ирландской крови, пишет Роберта Морган в своей книге «Настоящая любовь». Прежде чем избрать для себя данную профессию, Бриджит работала в цирке, подавала ножи и занималась прочей мелкой работой, но в итоге все бросила и пошла своей дорогой. И совершенно не прогадала. Шигео Такуда. Шигео Такуда – японский актер, который считается королем возрастных фильмов для взрослых. Достижения пожилого японца носят вовсе не рейтинговый характер. Его короновали за возраст, так как Такуда является одним из самых пожилых в мире актеров кино этого жанра. Шигео Такуда не пришел в мир индустрии молоденьким мальчиком. Всю свою жизнь он проработал совсем в другой отрасли. После окончания элитного токийского колледжа он стал офисным работником, клерком и работал в туристическом агентстве. Однако, когда Шигео вышел на пенсию, он понял, что списывать себя со счетов еще рано, а потому решил попробовать другую карьеру. Вероятно, Такуда поразмышлял, чем бы ему хотелось заниматься, и в итоге пришел, как он заявил позже, к своей мечте. Вообще, идея эта была для него не совсем новой. Он и раньше был покупателем подобной видеопродукции, а когда один его знакомый режиссер предложил ему опробоваться в качестве актера, Такуда согласился. Кстати, фильмы этого жанра с возрастными актерами в последнее время пользуются большой популярностью в Японии. Итак, Шигео Такуда начал сниматься в возрасте за 60, а к 2008 году он умудрился появиться примерно в 350 фильмах для взрослых.
В узком кругу любителей он стал настоящей суперзвездой. Компания, в которой работает Такуда, называется Rabi Productions и работает очень давно, а в последние годы был сделан акцент на фильмах для зрелых людей. А среди партнерш Шигео бывают как совсем юные актрисы, так и вполне пожилые дамы. Так ему довелось поработать с 72-летней Фуджико Ито. В отличие от своих коллег по цеху, Шигео не скрывает своего имени и не прячется. Он гордится своим делом и радуется своей популярности. Существует даже специальная именная подборка видео, на которых Такуда работает с актрисами самых разных возрастов. Сам Шигео Такуда говорит, что собирается сниматься до 80 лет, после чего надеется поработать в обычном игровом кино. Известно, что Шигео женат, имеет 2 детей и внука. Он говорит, что его жена, с которой они прожили вот уже 45 лет, скорее всего подозревает о том, чем именно он занимается, однако никаких вопросов не задает. Так что его статус звезды фильмов для взрослых засекречен в кругу семьи. А еще он говорит, что фильмы, в которых он снимается, это не просто кино для взрослых. Он хочет показать всем людям своего возраста и старше, что жизнь продолжается, и их взрослая жизнь вовсе не окончена. На этом мы сегодня и завершим нашу подборку. Главное, не забывайте, что реальные отношения намного лучше всяких фильмов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Мы желаем вам панкейкного настроения и до новых встреч!